Всем привет! Сегодня приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. Один помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем. Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты бутербродов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности. Я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. Следующими приготовим бутерброды с крабовыми палочками за 15 минут. Они очень быстрые и легкие в приготовлении. Крабовые палочки разрезаем вдоль пополам и нарезаем небольшими кусочками. Все
Всего понадобится 200 грамм крабовых палочек. Нарезаем кубиками огурец. Понадобится 1 свежий огурец. Я использую половину длинного огурца. – 100 грамм сыра трем на крупной терке. В миску насыпаем крабовые палочки, тертый сыр и нарезанный огурец. Все заправляем примерно 3 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 16 бутербродов. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо. Сверху каждый бутерброд украшаем листиком петрушки. Бутерброды готовы. По желанию их можно поставить в духовку на 10 минут, чтобы расплавился сыр. Бутерброды с крабовыми палочками получились вкусными и сочными за счет огурца. Готовятся очень быстро и просто и подходят для любого случая. И последними приготовим очень вкусные и быстрые бутерброды с сыром и помидорами. 200 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр, но можно взять и любой другой. К сыру добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Также сюда по желанию можно добавить укроп. Приготовленную массу выкладываем на ломтики багета. Я их предварительно поджарила в тостере. Также багет можно поджарить в духовке или на сковороде. Этого количества начинки мне хватило на 1 длинный багет. 4-6 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем на сырную начинку. Сверху бутерброды украшаем листиками петрушки. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными, сытными и яркими. Нежный сыр, пропитанный ароматом чеснока, идеально сочетается со свежими сочными помидорами. Готовятся эти бутерброды максимально просто и быстро, но их насыщенный вкус и яркий вид никого не оставят равнодушными.